у меня лично в голове щелкнул тумблер о том, что 99,9% мы не выживаем. Уже были первые 300-е с той группы. Открываю карман куртки, а там паспорт. Все стреляет, горит здание там рядом с тобой. Стою, ну там секунды 3, понимаю, что это Илья. В общем-то, начиналось все тут. Мы сидели с Литвином здесь, и нам дали за задание вектор вот этой дороги, наблюдать за ней. Часть группы наблюдала вторую дорогу, по которой, в принципе, произошел контакт. Вот. Вон там валяются крекеры, ну и пачки от крекеров, которые мы ели. Вот, с этой заправки я приносил, потому что понимал, что мы тут достаточно надолго. Мы сидели какое-то время здесь. Здесь было пару ребят, командиров этого отделения, скажем так. Ну и поскольку мы расчет с Литвином были, мы действовали всегда вдвоем, передвигались вдвоем. Вот, и в какой-то момент нам сказали занять позицию чуть-чуть поближе, я сейчас покажу где. Здесь именно мы сидели, ожидали вектор. Планировалось как, что мы дождемся, что если техника поедет вражеская по этой дороге, то мы дождемся, пока они доедут чуть-чуть ближе, и в центр при помощи РПГ ударим в середину колонны. Вот. Мы ожидали здесь. Ребята смотрели другие сектора, чтобы через дома не проходили враги. Вот. Ну и часть группы по той дороге. И в момент, когда произошел контакт произошел не по этой дороге, а контакт произошел по дороге, мы там дальше пройдем. Они решили пустить технику вдоль жилых домов. Ну, то есть, в принципе, тактика орков, она как бы очевидна. Мы, в принципе, предполагали, что они выберут прикрываться за гражданскими домами, но до конца надеялись, что все-таки они захотят поехать этой дорогой, где мы их, в принципе, и встретим. Однако, они выбрали вот эту тактику ехать гражданскими домами. Когда у них начался контакт с нашей второй группой, произошла стрелкотня, завязался бой, все стреляет, свистит. Мы ждем команду командира о том, чтобы мы могли сниматься с этой позиции. Все это время мы пока сидели, ждали этой команды. Когда стало очевидно, что они стягивают все силы туда, командир скомандовал о том, чтобы мы отсюда снимались и уходили туда, больше к вектору контакта туда. После этого мы с Литвином, как единица, я повторяю, что мы РПГ расчет, как единица снялись и побежали вот в этом векторе. Ну, тут, кстати, короб валяется еще. Вот. Когда нам сказали оттянуться, мы прибежали вот в эту позицию, забежали и находились здесь. Укрытие так себе, согласен. Смотрели сектор все-таки вон тот. Есть на видео, я сижу вот здесь. Есть на видео, там, по-моему, есть видео Литвина. Я сижу здесь с калашом, вот за этими кустами. Смотрю в сторону дороги. Вот. И видео так, к сожалению, не отослалось. Литвин записывал на свой телефон. Он спрашивал, что там, все хорошо у тебя, Кит? Я говорю, все нормально, вот такой жест показываю. Добрый день. Погодка у нас отличная. Какая-то неразбериха тут.
что-то происходит. Но у меня в целом все нормально. Кит, передай привет. Привет, Скажи, как Насте. я люблю, целую. Все заебись. У нас все заебись, Настя. Держись там. Вот. И это как раз таки слышны на фоне стрелкотня. Это как раз уже контакт там идет. И в какой-то момент начинает, стрелять в эту сторону. И я так понимаю, это было то ли с поля, то ли откуда-то. Ну, короче, траектория пуль была оттуда в сторону бочки пропановой, вот эту, в нашу сторону. Понижаем силуэт свой, как можем. То есть мы сидели и так до этого на колене. Понижаем силуэт, понимаем, что нужно уже ложиться. Ложимся, Литвин переползает по-пластунски вот сюда передо мной. Я ложусь за ним. Мы ложимся, все свистит над головой. Литвин говорит, типа, фигачит походу по нам. Вот, он ложится вперед, и мы по-пластунски ползком начинаем. Вот трава, в принципе, примята, это как раз таки мы ползли. Вот. Ну что, ребятки, движуха пошла. Все хорошо. Чувствую себя прекрасно. Чувствую себя очень хорошо даже. Мы в ожидании сепаров. Они уже очень близко обходят нас с тыла. Но все хуйня. Хуйня, война, главный маневр. Сейчас их разъебем. Сейчас чуть-чуть дождемся и пиздаем. Осталась хуйня. Всем пока. Литвин говорит, по нам работает снайпер, мы ползем сюда, уползаем. Вот. Ребята снимаются, мы снимаемся. И вот за бочкой как раз таки начинаем убегать в сторону заправки. В общем, мы добежали сюда, до заправки. Прибежали. Главное было скрыться с вектора атаки. Забежали за дом. Она была еще цела, заправка. Тут не было этого стекла. То есть мы стояли какое-то время здесь. Отсюда мы ожидали дальнейших указаний наших командиров. И было, уже ребята некоторые тянулись в виллу Сан-Марино. И поэтому они так нам подзывают нас и говорят, давайте подходите туда. Какое-то время несколько человек здесь стояло за КАМАЗом. То есть просто смотрели сектора, как-то так выглядывали. Кто-то сидел за КАМАЗом. Потом ребята с группой оттянулись, мы взяли всех ребят и заходим в сам комплекс. Вот. Когда мы зашли, как только мы переступаем эту черту, тут еще ворота такие были, мы только переступаем эту черту, и вот в этот КАМАЗ прилетает что-то тяжелое. Я не скажу что, просто прилетает что-то тяжелое, происходит взрыв. Вот здесь, на этом месте, было здание. Там фотографии в интернете есть, можно будет приложить, как оно выглядело. Оно достаточно большое было, с крышей. После первого прилета сюда вот в КАМАЗ повыбегали ребята, там наши, те, кто работал там с дронами, разведка и так далее и тому подобное. И мы все скопились где-то вот на этой площади. На первое время мы прибегаем в этот дом, когда начало прилетать в этот КАМАЗ. Мы забежали в этот дом. Я остался в холле. Литвин, у него был уже снаряд, в принципе, РПГ в самом РПГ. Он был подготовлен. И я так понимаю, я не видел, как он это сделал, но я так понимаю, что он выбежал, побежал туда, там есть ворота. Он отработал, я слышал, как он отработал, прибегает сюда, говорит, все, я отработал. Даю ему второй снаряд РПГ, уже снаряженный. Когда мы зашли сюда, часть людей там, кто-то держит контакт. Начали сводить сюда, я так понимаю, вражескую артиллерию. И в этот момент основная часть нашей группы забежала в этот дом. Наша группа забежала сюда. Это все было целое. Какое-то время мы просто ожидали решения от командиров. Вот. Понимали, что они поджимаются. Где-то мы тут стояли, просто ожидали. Кто-то убежал, часть людей убежала на второй этаж. Часть людей какое-то время мы тут пережидали. Как я говорил, что Литвин побежал туда отрабатывать, он отработал.
забежал сюда вновь. Мы оттянулись в зал. Вот. И начало прилетать. Все меньше и меньше прилетали снаряды. Мы пока что здесь закрепились. И Литвин побежал в тот момент туда. Я был еще здесь. Литвин побежал в тот момент туда. Прогремел взрыв. Вот. Прилетело куда-то рядом. И забегает к нам парнишка, в общем-то, один, и говорит, что там есть бункер. Выбегаем все на улицу, быстрее все в бункер. Ну и дальше мы собираемся, все, кто был тут, и выходим, выбегаем опять на улицу. Мы выбежали, и, как оказалось, бункер — это вон та, такая, не знаю, погреб подземный, а мы этого не видели, потому что человек, который нам сообщил, пока что был там. Мы выбежали на улицу, такие стоим, 20 человек, возле места, где только что, буквально прилетел артобстрел, и мы стоим, ждем, где этот бункер, мы же на улице стоим, нельзя стоять на улице. Выбегает человек, говорит, вон туда, пойдемте. И в тот момент уже были первые 300-е с той группы, которая принимала по той дороге. Первые 300-е. Их оттащили сюда, я напоминаю, это было все здание, их оттащили сюда к стенам этого здания, кого-то перебинтовывали, кого-то уже накладывали турникеты. Основную часть людей, с того здания, в том числе и меня, мы побежали вниз в подвал. Вот, и там какое-то время мы ютились и перевязывали всех, у кого есть ранения. На тот момент уже была вызвана первая эвакуационная группа. На тот момент курировал всю операцию один командир, но он был достаточно тяжело ранен, и его госпитализировали, то есть его эвакуировали на машине, на транспорте, и на тот момент принял решение командовать на себя Женя Стрелок, мой близкий знакомый. Вот. И он сказал, что они связались и вызывают транспорт на нашу эвакуацию уже непосредственно. То есть они эвакуировали сначала 300-х тяжелых 2 транспортами, обычными машинами. А за нами должна была приехать уже бронированная техника и эвакуировать всех оставшихся. А все это время, пока я там кому-то оказываю помощь, кому-то там помогаю там-сям, у меня крутится одна мысль в голове о том, что я не могу найти Литвина. То есть я бегаю по всему этому хаосу и кричу везде «Литвин, Литвин». Вот, и не могу найти Литвина. И у меня 2 вообще, мысли, в голове. То есть он либо 300, то есть раненый, либо он 200, то есть погибший. И в 2 этих случаях есть один исход. Мне нужно его по-любому найти. И, то есть найти и удостовериться, что это он. Первая моя идея была побежать в сторону здания, потому что там я его видел. Мне почему-то показалось, что он мог зайти на 2-й этаж. Прилетела в здание, и 2-й этаж полностью горел, был полностью в огне. Я, осознавая это, в принципе, я все равно туда направлялся. И у меня должна была одна цель — попробовать найти Литвина. Так вот, я побежал вот сюда, забегаю в здание, кричу «Литвин, Литвин, Литвин», кричу. Тут огонь уже до лестницы, я забегаю в огонь, забегаю сюда, ничего не видно, выхожу, а тут уже все просто в пламени было. И я зашел, покричал «Литвин», захожу туда вовнутрь, вижу, что вообще абсолютно ничего не видно, никто ничего не откликается никак. И когда я понял, что его на 2-м этаже нету, я выбегаю. Не знаю, вариантов особых не было, потому что там его нету. На 2-м этаже его нету. Думаю, где он может быть? Выбегаю. И когда я бежал, я краем глаза замечаю, что кто-то тут лежит. Я останавливаюсь. Стою, секунды 3, понимаю, что это Илья. Вот. И сразу вижу, что бледный, понимаю, что, скорее всего, он 200, 100%, да.
И у меня там, ну, первое, это, естественно, эмоции, да, но эмоции, ну, как бы не дают тебе сойти с ума на тот момент, потому что вокруг тебя творится какой-то, ну, то есть контакт плотный, все стреляет, горит здание там рядом с тобой, и пришлось возвращать себя на землю. Подозвал человека, чтобы он помог мне. Мы взяли его за лямки и потащили вот сюда. Вот сюда потащили. Здесь стояли елочки такие, туи. Вот, и я здесь его положил возле елочек, поближе к нашим раненым отнес. И было понимание такое, ну, то есть был план такой, что за нами сейчас приедет наша эвакуационная группа, и мы сможем все успешно сняться, и я заберу Литвина, вот, и как бы хотя бы я его нашел, и я был хоть этому рад, да. Было очень, ну, скажем так, большой страх, что я его вовсе не найду, и он будет вообще непонятно где. Когда увезли первых 300-х, наступила фаза 2. Я здесь прибежал к командиру на тот момент. Мне сказали: Кит, надо, чтобы ты стал в дом и смотрел направление вон то, откуда должна приехать наша броня за нами. Услышишь что-то, увидишь что-то, выбегай и кричи. Ну, я говорю, плюс. Побежал в здание. Забегаю в здание. Иду на второй этаж, чтобы был обзор получше. Вот. И занимаю здесь позицию, в которой больше наблюдаю. Вот, наблюдаю в сторону дороги, как мне и сказали, сижу, наблюдаю. В какой-то момент я слышу, что действительно гул техники тяжелый есть, где-то далеко, непонятно. Я думаю, ну хорошо, все, едут, значит точно наши, все отлично. Но в какой-то момент я понимаю, что гул идет не оттуда, откуда вообще должен идти. И он идет как раз таки с той стороны, где был контакт. Он все нарастает, 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 становится все ближе и ближе. И я вижу, я просто поднимаюсь, смотрю, и отсюда, вот где сейчас стоят ежи, выезжает БМД-2, вот, или БМП-2, зеленая, с буквой В на борту. Я выбегаю на улицу и кричу, что нас окружают. По тому флангу едет техника вражеская с надписью В на борту. Ну и бегу вдоль бассейна вот этого. Сообщаю, всем кричу. Вот, тут у нас, я напомню, у нас лежали раненые, кому-то оказывалась помощь. 200-е лежат тут. 300... Прямо, да? Ну да, тут Литвин лежал же. И когда все прилетело, мы группой бежим в укрытие. Укрытие, на наш взгляд, это было здание. Потому что вот этот вот подвальчик, он никак не годился в укрытие. Вторая фаза у нас началась после вторых вот этих приходов, прилетов. Мы побежали в здание, чтобы было, не знаю, более... Тут чувствовалось, что более как-то, не знаю, безопаснее, да, комфортнее, там, может, оно как-то прочнее, тут что-то, какие-то есть колонны, стены, то есть несущие какие-то. И принимаем решение, что мы пока что тут. Нам хотелось с группой, что логично, отойти подальше от места, где едет вражеская техника. Мы бежим вдоль дома. Тут был забор, было хоть какое-то, скажем так, успокоение, что нас никто не видит. Побежали дальше, и каждый, ну, хочет туда пройти, соответственно, мы там лезем. Забегаем сюда на задний двор. Вот.
И какое-то время мы вот здесь вот так не слишком громко старались быть. До того, как начался весь этот вот вторая фаза вся, да, первые прилеты, понимание того, как, что на нас наступает и что нас хотят взять в кольцо, у нас было на тот момент там несколько выходов, что сделать. Первое – это выбежать на дорогу под вражескую технику, где, скорее всего, нас уничтожат, да. Второй вариант – это был выбежать, опять-таки, на другую дорогу, непонятно под чьим контролем на тот момент, где поле пустое, где нас, возможно, тоже всех перекосят. Ну и третий вариант, тот, который мы и выбрали, это остаться, закрепиться здесь и попробовать дать бой последний. Пробегаю полностью эту кухню и выбегаю уже вот сюда, потому что окна панорамные, большие, и в принципе видно было что-то, что происходит там. Вот, и мы ожидали просто какой-то пехоты, которая начнет уже нас, скажем так, зачищать, да, с их стороны. В какой-то момент у ребят, которые держали тылы, завязался контакт, их было там достаточно, они сдерживали, скажем так, отпор давали. Я сместился вот сюда, происходил контакт вот прямо здесь, вот. Вот, они пытались заходить в этот задний вход, в черный вход, и ребята взяли два угла и держали все это. Плюс отсюда ребята тоже работали, не давали заходить. Ребята там тылы принимают, ребята держат с барной стойки этой тоже держат. И все, и мы вот так в таком положении сидели. Произошел там контакт, я услышал, как ранили Женю, вот, стрелка. И я понял, что ранение, в принципе, серьезное, потому что стрелок, видимо, понимая, насколько серьезное ранение он получил, обычно, когда тебя ранили, кричат там 300, да, допустим, формулировка там, да, раненый. А Женя на тот момент сразу сказал, что все, хлопцы, я 200, типа, ну, то есть, как бы давал понять таким образом, что ранение у него достаточно серьезное. Вот, но ребята наши оказали ему помощь, и он пролежал стабильно еще до самого нашего выхода. То есть он был в сознании, он был жив, все хорошо. Вот. В тот момент, когда мы держали сектора, отбили первую попытку нас зачистить с тылов, сразу же сюда прилетело что-то очень крупное, я не знаю что, может быть, вот это даже взрыв от этого. Я на тот момент от этого взрыва, там, выстрела чего-то, я падаю на локоть, вот так вот лежу, еще ниже лежу, вот так вот лежал, и вот здесь что-то очень сильно, ну, горящее было, ну, крутилось и горело. Возможно, это даже трассер какой-то большой, 30-го калибра, может быть, если такие есть. То есть он крутился, что-то крутилось и горело. Вот. И у меня, кстати, потом было чуть-чуть ухо обгоревшее. Я теперь понимаю, там, да, от чего это было. Я лежу, все в дыму, ничего не понимаю. Ребята вроде рядом целые, я вроде тоже целый. Что-то прилетело, но непонятно что. Ну, такой, вроде цел. Все, встаю, понимаю, что здесь нельзя находиться. Встаю, и мы смещаемся в третью фазу нашего боя. Это бой в кухне. Тут уже ребята привели в чувство стрелка, его затампонировали, наложили жгут. И вот это одеяло, термоодеяло, это как раз-таки то одеяло, под которым лежал стрелок 12 часов. Вот. Ребята оттуда снялись тоже, то есть мы перетянулись все сюда на кухню. Часть людей сюда, часть людей туда, в ту часть кухни. И мы опять-таки разбираем сектора. То есть разобрали сектора, стали и вот так вот стояли. Просто ожидали. Один я, второй парень вот отсюда бежал также в этот же сектор. Вот. И мы с ним переглянулись, чтобы у нас был коннект с ним.
Если что вдруг. В какой-то момент, ну, мы опять-таки дублируем режим тишины, все, никто ничего не говорит, все максимально замолкаем. Держим эти сектора, и в какой-то момент я слышу шаги. То есть шаги по вот этим всем раздолбанным, такие вот шажки идут. И я наблюдаю, просто сектор туда, выходят два тела, две головы такие торчащие из-за барной стойки. Я стою, держу сектор, наблюдаю за этим всем. Наблюдаю. Маякую моему напарнику, он тоже дает мне понимать, что он тоже это видит. И мы до самого момента, пока они вплотную не подошли к барной стойке, мы не увидели, что это враги, а именно цифру, да, русскую, ну, камуфляж, цифра русская. Мы идентифицировали, еще раз переглянулись, кивнули, отработали. Мы отработали, был опять-таки клуб дыма, у меня была граната, я достаю гранату, достаю кольцо и вот отсюда по траектории кидаю туда, за барную стойку туда. Происходит взрыв, я меняю свой вектор наблюдения, я перехожу сюда. Там отработали, сменил вектор, держу этот сектор и ожидаю. В тот же момент, когда я отрабатываю, перебегаю сюда, с той стороны, с тылов, слышны шаги. Работает вторая группа, которая держит тылы. Один наш парень выбегает, отрабатывает на опережение. Покажу, как это было с моей стороны, что я успел увидеть. То есть он держал сектор отсюда, услышал шаги, начал работать на опережение с сектором, вышел, отработал, раз, убегает, занимает дальше свою позицию, с колена ждет. Я слышу, как с улицы кто-то кричит, ну там, ай, добейте меня, и куча матов. На что, в принципе, наши ребята, опять-таки, из группы реагируют молниеносно, хотят исполнить, скажем так, желание вражин. Берет гранату, кольцо, кидают, исполняют желание вражин, и становится тишина на какое-то короткое время. Все, опять-таки, все сектора свои держат, все нормально. Также хочется сказать, что в ходе вот этого всего замеса стало известно уже мне потом в больнице, что был достаточно плотный контакт, что кто-то даже ножом кого-то успел из нашей группы, кого-то из вражин, скажем так, уничтожить ножом. То есть я так полагаю, что когда кто-то здесь из наших стоял, возможно, это было так, что он схватил за ствол его, входящего, и ножом просто его, да, поприветствовал, скажем так. Это было то место с 3 часов дня, которое я не менял впоследствии там, до глубокой ночи. Со мной рядом был парниша, он был раненый, здесь была группа еще тоже ребята, по ту сторону тоже есть раненый, все берут свои сектора, все делают свою работу. И у всех понимание, что мы должны абсолютно тихо это все делать и даже, может быть, просто сымитировать то, что нас уже здесь нету, то есть живых. Потому что после того, как мы ликвидировали тот отряд, они применили тактику такую, в принципе, логичную, отвели немножечко технику назад, начали фигачить со всего тяжелого, опять-таки начала прилетать какая-то арта, РПГ, все работает, все рушится, все трещит. Ну, мы терпим, типа, держим сектора. Вот. И в какой-то момент, опять-таки, гул нарастает вот этой техники. Связь у нас потихонечку отваливалась, сдохла, но рация еще работала. И что касательно нашей группы, которая должна была нас встретить, примерно здесь, когда мы прибежали, по рации я услышал, что наша группа с
встретилась с контактом вот этой вот как раз-таки техники. Была где-то в метрах 200 от нас, сказала, что мы вступили в бой, у нас 200-й, как бы мы отступаем, мы не можем к вам подобраться, потому что много техники. И с точки зрения тактической мысли, это, в принципе, нормальный, адекватный ход. И, ну, что единственное, что это нам дало понимание, что мы не можем ни на кого сейчас надеяться, кроме как сейчас на самих себя. То есть не что кто-то там плохой, а что просто такова ситуация, настолько сейчас ситуация патовая, что к нам даже не могут добраться с броней, эвакуировать нас адекватно. Вот. И в то же время один из командиров группы, Маугли, позывной Маугли у него, ему удается выйти на связь с нашей артиллерией, на выход на артиллерию, и дает координаты, и забегает радостный, и говорит: ребят, мне удалось вызвать артиллерию на нас. То есть я вызвал артобстрел на нас. И мы с довольными лицами просто типа понимаем, насколько все-таки тут много сейчас техники вражеской, что мы реально в окружении. Единственным шансом и спасением будет вообще удар в эту точку артиллерии, потому что это даст нам возможность, что они все, там, скажем так, струсят и убегут, и покидают технику, и что-то еще будет такое. Ну, то есть оттянут силы свои. Мы, естественно, слышим эту новость и как бы очень рады, скажем так. То есть если обычно, как это происходит, там, слышно артобстрел, то есть как бы все таки прячутся сразу: ой, сейчас будет что-то плохо. А тут забегает Маугли и говорит: я вызываю арту на нас. И все таки да, отлично. Есть шансы, да, что нас спасут, хотя бы артой. И в итоге мы ожидаем артобстрел, он происходит. Какое-то шебуршание происходит, завод техники происходит, что-то, скажем так, на улице двигается. Вот. И, видимо, поскольку арта очень плотно работала и один снаряд даже прилетел в наш же дом, возможно, у противника вообще появилась мысль о том, что здесь живых уже нету, потому что арта уже работает по этому же дому. То есть как бы это же ненормально, типа если там свои, работать же по этому дому. Но они не поняли, что у нас это многоходовочка. Вот. Видимо, они подумали так, и часть техники поехала в сторону Бучи, часть техники они оставили здесь, как выяснилось потом, они оставили здесь дежурную технику, естественно, на случай, если мы захотим выйти. Вот, и часть техники отправили на Бучу, да. Дальше продолжали, сидели, смотрели сектора. Все это время, с начала первого контакта, горел второй этаж. Он там уже пылал вообще пламенем жарким и уже подходил даже на первый этаж, то есть огонь к вечеру. Вот. Ну и мы с ребятами уже четко и ясно понимали, что единственное наше спасение – это дождаться темноты и выходить с покровом ночи. И в какой-то момент из очередных обстрелов я стоял вот так. То есть я стоял где-то здесь, я производил перезарядку, я перезарядился, только встаю, чтобы его вывести на сектор, и в этот проем прилетает что-то крупное, и все осколки, вся фигня летит в эту сторону. Я успеваю только укрыться, среагировать от взрыва, и мне прилетает что-то в левую руку. Я это чувствую. Понимаю, что что-то прилетает, опускаю оружие, поднимаю, вижу кровь, убеждаюсь, что я ранен. Ну и делаю по алгоритму, ухожу за укрытие, достаю один турникет, начинаю его закручивать, кричу, что я 300, легкий 300. Ну, не знал, легкий или не легкий, просто так, по самочувствию легкий 300. Начинаю закручивать и чувствую, что у меня не крутится ничего. Открываю карман куртки, а там паспорт. Достаю паспорт, а тут паренек стоит и держит сектор. Как раз сумка сброса у него ко мне направлена. Я такой кидаю туда паспорт, думаю, ну, найдемся, так хорошо. Дальше закручиваю турникет. У меня один был хороший турникет, а один был такой, ну, типа... Китайский. Да, такой, скажем так, назовем китайский. И вот тот, который китайский, он у меня был в быстром доступе, я его закрутил, он у меня лопается,
Я думаю, да что ж такое, начинаю опять еще дальше закручивать, уже с куском куртки начинает все крутиться. Я думаю, ну ладно, как-то за карман его цепляю, чувствую, что недостаточно как-то, давления недостаточно оказывается. Достаю из-под сумка аптечки еще один турникет, уже нормальный, кэтовский. Чуть ниже ложу его, затягиваю. Ага, все, не менее пошло, отлично. То есть оказал себе самопомощь первую, ну и дальше уже с одной рукой вывожу на сектор просто вот так вот и сижу дальше с одной рукой. Это далеко не комфорт, то есть это далеко не фильмы, где в некоторых частях фильмах показываются какие-то аккуратные выстрелы, каких-то аккуратных рикошетов и так далее и тому подобное. Здесь же вообще в жизни нашей реальной, происходит так, что если что-то крупное летит в здание, где есть плитка, есть какие-то кирпичи, то это все осколки, которые условно также для тебя являются и пулями, поражающими элементами. Соответственно, чем больше взрывов в здании, тем больше поражающих элементов в тебя летит. И это условия, в которых просто невозможно комфортно себя чувствовать. Поэтому я всегда говорил, что комфортно воевать никогда не получится. А те, кто говорят о том, что воевать нужно с комфортом, они просто, наверное, не были в каких-то похожих ситуациях, где ты только думаешь о том, как бы просто не умереть. Вот. Везде все летает, пыль, грязь. И повсюду тысячные осколки. И ты просто, скажем так, думаешь о том, что, погибнем, погибнем героически. Рад был знакомству со всеми, кто меня окружает, кто прикрывал мне спину. А выживем, так значит, удача меня поцеловала там в нужное место. И, скажем так, я не зря все это время тренировался каким-то тактическим действиям и готовил себя. И ребята также все это время не зря все-таки присвящали свое время вот этим тренировкам. Вот. Поэтому, что касательно вот этих вот всех романтических моментов, война — это прекрасно для некоторых людей, кто-то так думает. Не знаю. Хотелось бы мне, скажем так, передать те эмоции вам, что мы чувствовали на тот момент. Не было какого-то страха. Абсолютно не было. Вообще страха не было. Было просто четкое военное понимание того, что сейчас есть на данный момент задача. Получилось так, что мы попали, извиняюсь за выражение, в пиздец, другими словами не скажешь. Вот. И думать о том, что, как же так, мы а не должно было все произойти так, так не мыслят настоящие военные. Настоящие военные мыслят, исходя из ситуации, которая у них есть на данный момент. А на данный момент у нас была ситуация такова, что мы должны были выбраться из этого дерьма своими силами. Вот и все. Когда ты видишь, как рядом с тобой, сленговое слово скажу, вытекает, это значит, кровь теряет человек настолько много, что вместе с ней уходит его жизнь. Когда ты видишь, что рядом с тобой вытекает твой побратим, ты не знаешь, как его зовут, ты не знаешь, может быть, забыл его позывной, но он твой, он точно твой парень, в твоей группе пришел с тобой, и ты видишь, что он вытекает, и сделать ты ничего не можешь с этим, потому что, первое, все, что могли сделать, уже сделали. Второе, условий на адекватную медицинскую помощь здесь нету. Здесь каждый занят разбором сектора и ожиданием врага, И третье, что остается, это сделать только, как-то морально его поддержать. Что я и сделал. Тут был парень, славный воин, он герой. Я не знаю его позывной, но я знаю, что он точно герой. Я, когда он вытекал, просто сопроводил, посчитал нужным, просто сопроводил его в какой-то воинский путь его, сказав, что он достойный воин, и мне приятно было с ним плечо в плечо сражаться в этой войне, которая, скажем так, мы не могли остаться в стороне в этой войне. Хочу добавить, что каждый вообще из этой группы
которая набиралась исключительно из ребят с опытом, каждый знал, что они идут, возможно, в последний путь. Я это понимал 100%. Литвин это понимал 100%. Каждый из этой группы понимал это 100%. И это их собственный, наш собственный выбор. Мы знали, что может произойти такой замес, в котором, скорее всего, мы не выживем. И в тот момент, когда все это происходило, когда мы держали сектора, когда меня ранило, когда кто-то вытекал, когда прилетели первые мины, когда произошел первый контакт, когда мы очутились здесь, у меня лично в голове щелкнул тумблер о том, что 99,9% мы не выживаем. И это не была паника. Это была четкая математика в моей голове. На основе того, какие крупные снаряды в нас летели, на основе того, насколько плотно хотели нас здесь уничтожить, да, они прям хотели, жаждали, да, сложилась у меня математика в голове таким образом, что, скорее всего, мы не выживем. Я запоминал лица каждого вокруг меня стоящего. Очень хотелось набрать там жене, да, в тот момент, сказать, что там я ее люблю. Хотелось набрать друзьям, сказать, что там все, запомните меня хорошим, да, каким я только был. Но связи не было. И на тот момент, когда я отвлекся немножечко, на тот момент, когда вызвали артобстрел, уже связь совсем окончательно наша полегла, и ребята из СУ остались единственные со связью. Вот. В ходе какого-то времени я говорю, что нам нужно что-то делать, потому что здесь сидеть, ну, это далеко не самая лучшая идея, потому что наступит какие-то буквально рассвет какой-то, и нас опять будут чистить, пытаться, будут проверять и так далее и тому подобное, и мы в конечном итоге все равно ничего, успеха никакого не добьемся. Поэтому сидеть здесь до утра, ребят, давайте даже не думать об этом. Все это понимали. И в какой-то момент ребята из СУ вышли на свои контакты, и им удалось договориться на транспорт, который нас заберет. Однако этот транспорт был где-то в 1,5 километрах от этой точки, в сторону Бучи. Вот. И мы, услышав эту новость, уже как бы отлично, радость есть, уже хотя бы есть те, кто потенциально нас может забрать. Круто. Второй момент. Он наладил связь с артой. Нам удалось опять выйти на арту, и он опять запросил удар в определенное время. Все это время остальная группа держала по-прежнему сектора, дождались глубокой ночи и подбадривали как могли тяжело раненых ребят. То есть Женю, да. Ситуация дошла до такого момента, что мы с группой решаем выходить. Как это было? В принципе, все по-профессиональному, опять-таки. У нас были ребята из СУ, которые имели с собой прибор ночного видения, которые, можно сказать, спасли нам всем жизни. Вот. Они прошли сначала в доразведку, пошли в ту сторону, прошли в ту сторону, собрали информацию, пришли, сообщили нам информацию, и по информации было ясно, что они оставили технику, неизвестно какое количество, пока просто, они говорят, увидели одну единицу техники, дежурную. Собирается мнение, что мы должны выходить, мы все подтверждаем, забираем всех раненых по условиям и выдвигаемся. Все плюсуют. Еще раз он связывается с артой, арта наводится, отрабатывает, прилетает туда, куда надо. Вот. Что это дает нам? Почему мы вообще выбрали выход через арту? Потому что арта, сработав сюда, дала нам понимание первое. Мы не услышали, чтобы завелась какая-то техника. Мы не услышали, что какая-то пехота начала бегать и кричать. Мы не услышали какого-то кипиша вокруг нас, гула техники и так далее и тому подобное. Это дало нам понимание того, что, возможно, тут они либо отступили, либо поставили там на охранение, но немного. Окей. С этой информацией мы берем всех раненых. Вот. Поскольку у меня была левая рука раненая, я убрал оружие подальше,
у меня была левая рука ранена. Здесь с ребятами мы начинали уже подниматься. И в тот момент, когда мы начинали подниматься, темнота была, кто-то из наших делает нечаянно самострел. Вот. Происходит выстрел. Мы такие, блин, только не выстрел. Мы же только что держали тишину, там, около 2 часов. Типа, про нас все забыли, типа, чтобы сейчас никто не начал стрелять. Посидели еще чуть минут 10. Вроде нормально. Все. Собираем всех раненых. Мне дают паренька, у него ранение в ногу тяжелое. Я руку через себя, за ремень. И вот в таком положении мы с ним выходим. Доходим вот сюда и останавливаемся. Нам дают вводные. Нам ребята говорят, что значит так. Сейчас за забором, возле заправки, стоит там дежурная броня вражеская. Ствол направлен сюда. Поэтому план таков. Мы открываем калитку, дверь калитки, которую сейчас я покажу, и идем в силуэт этой двери вдоль забора, чтобы никто не вышел за силуэт. Плюс, самое главное условие, это мы должны идти максимально тихо. Любой звук – это наша смерть. Плюс. На углу он еще продублировал всю информацию, сказал, что передал дальше, я все передал. Идем дальше. Вот это та дверь, про которую он говорил. Он ее открыл. Мы вышли вдоль ее. И вдоль двери, вдоль силуэта мы двигались вдоль забора туда, на выход. А бэха стояла, броня стояла под знаком, знак кирпича, не въезд. Ага. Вот там она стояла. Наша группа выдвинулась вдоль забора, прошли. В этот момент у меня начали появляться мысли о том, что возможно, если мы сейчас пройдем через эту бэху дежурную, или что там у них стояло, то, возможно, мы выживем. То есть вот только тогда, через 12 часов, когда мы вышли сюда, это единственным источником света было горящее это здание, вот оно выгорело дотла. Вся крыша просто пылала. Единственным источником света была эта крыша горящая. Вот, мы прошлись, и когда пересекли дорогу первую, у меня вот появилась, скажем так, минимальная радость того, что все-таки мы с ребятами сможем выжить. Первое, что хочется сказать, это, наблюдая вот как раз-таки за всей этой картиной, вы можете сделать вывод, что может приносить вот этот вот русский мир. Как говорят украинцы и россияне, да, братские народы. Вот, пожалуйста, посмотрите, как эти народы приезжают к нам в гости и что они делают. Второе, что хотелось бы сказать, это то, что сейчас творится новая история, эпоха новой истории, в которой формируются, скажем так, рамки и границы государств и их, скажем так, отношения к другим государствам. И Россия в который раз показывает, что дружить она ни с кем не умеет. Не умеет также она и договариваться. Это все ложь, это все не тот язык, который бы она понимала. Россия понимает язык войны, к сожалению, только. И через демократию достучаться и свергнуть путинский режим, мое мнение, нереально это сделать. Также хотелось бы сказать, что белорусы, украинцы, среди них действительно ощущается какое-то родство и теплота, какое-то братство. Да даже языки, если взять те же, абсолютно все понятно, да, становится очевидным просто. Кровь литвинов, текущая в настоящих белорусах, должна пробудиться в тех, кто сейчас сидит без дела, в тех, кто сейчас
тех, кто, там, допустим, принимал участие в том, чтобы скинуть режим Лукашенко в том числе, да. Кровь, она должна проснуться. Вот в эту эпоху новой истории у белорусского народа есть прекрасный шанс показать всему миру, на что способны белорусские воины, кто нам действительно брат, а кто нам не брат, и что усатый диктатор – это не лицо белорусского народа, что у белорусов есть свое мнение, они также хотят свободы Украины, и они также хотят освободить и свою страну. Я думаю, вот эта вся ситуация, мини-ситуация в Ворзеле показывает, насколько мы хотим помогать Украине, на что мы готовы вообще пойти ради того, чтобы освободить Украину и в дальнейшем освободить и Беларусь. Хотелось бы завершить, наверное, этот ролик словами «Слава Украине» и «Живе Беларусь». И перемога будет за нами, а герои, которые пали в бою, мы про них никогда не забудем. И за каждую пролитую кровь всех героев мы будем мстить, пока стучат наши сердца.